главные ворота. Отсюда может выпасть предсказание. Лайфхак, как сфоткаться без людей. Мы приехали в самый центр посмотреть. Книга любви. Как на открытке. Буддийский комплекс Киямидзу-дера. Просто прекрасно. У нас охота на геев. Все про геев говорят. Мы не понимаем, что с этим делать. Присесть тоже не сможете. Сейчас надеваю то же самое кимоно. В этих вот лаптях. Бегаем по-японски. Сегодня новый день, и мы идем на метро, потом на поезд, чтобы поехать в Киото. Да. Вот наша группа. Мы проснулись и поедем. Мы решили жить в Осаке и ездить в Киото там пару дней, 1 или 2, съездить просто на поезде, потому что здесь дешевле жилье. Мы пришли сегодня, да, довольно-таки рано, утром. Вот, поэтому сейчас будем стоять в очереди. Ну что, куда мы идем? Где мужчины, которые заталкивают, я не понимаю. Сейчас мы будем тоже так залазить. Нет, это в Японии. Сказать, что это жестко, ну, не знаю, наверное, нормально. Конечно, людей было много, но в принципе я, учитывая, что мы в Японии, говорят, здесь не воруют, я за карманников особо не переживал. И просто так, у нас теперь левостороннее движение. Я не переживал за карманников, и поэтому просто тебя потоком либо выносит из вагона, либо ты стоишь, тебя все обходят. Короче, все как-то само собой происходит. Не знаю, если Просто мы вот как бы набились в одной станции, а потом оп, на следующей станции еще сильнее набились, а потом оп, еще сильнее. И причем тоже такая же штука, как у нас, что на 3 вагона, в принципе, ну, даже нормально люди стоят, а мы почему-то с краю все набитые. бы мне нужно было выходить, конечно, было бы, не знаю, как бы я всех толкал. Нет, там нормально все распихиваются, поэтому... Ну да, все понимают, короче. Надо просто набраться чуть больше. Да, да. Поезд остановился, все вышли, и мы тоже вышли. Вот, идет чувачок, он все проверяет. Мы стоим в очереди, ждем, смотрим. Воздух такой свежий. Ехали мы очень долго, еще и сели немного не в тот поезд, поэтому пришлось подождать. И
Ну, короче, надо было на скоростной, который пропускает станцию, но мы сели на какой-то другой, поэтому вот так вот. Но все равно классно было ехать. Тут эти вот всякие подсветочки, не подсветочки, а провода всякие висят. Вообще так маленькие дома по сторонам, вообще так кайфово. Машинисты такие типа туда, что-то вышел, посмотрел, вернулся. Все четко, как по часам. Так, ну мы идем. Но людей здесь, конечно, вообще тьма. Еще и эти всякие лавки сувенирные, еда всякая разная, короче. Тут прям туристическое место очень, я так понял. Да, очень много иностранцев. Ну, ходить, конечно, наверное, тяжело, потому что тут вот такие пути, по которым ездят поезда каждые 5 минут. И каждые 5 минут все перекрывается, поезд пронесся, все открылось. Потом через 5 минут снова все резко закрылось, и все стоят, ждут. Мы подходим уже к точке достопримечательной. Вот это первые ворота. Мы идем, наверное, к таким же, только большим. Я так понимаю, судя по фотографиям. А вон там не разукрашенные такие же ворота. У нас сегодня, да, эксклюзивные блюда. У Яны краб с чем-то, с грибами. У нас с Катей рис с вягю. Стоит 1000. Вягю-то чуть-чуть буквально, но зато ничего себе, зато вягю. Еще мы такой вот эль взяли. Он, короче, имбирный. Он пахнет реально имбирем. Мне сначала запах очень не понравился. Ну, прям имбирь такой, который в суши. Но по вкусу, в принципе, прикольно. Как какой-то реально швепс, что-то такое, только имбирный. У меня рамен, тут я взял еще вон яичко, и по идее он просто с лососем. Не знаю, сейчас посмотрим. Что. Сколько стоит? Тоже 1000, да? 1200 там что-то такое. И яйцо, наверное, еще 200. Да, но менюшка, короче, сложная, мы не сразу все нашли, вот сразу там обычно рамены, а вот это все потом. А Ваня еще нашел себе вот свинина с рисом, да, за 600. Короче, не знаю, тут сложная менюшка была. Кстати, этот вот эль стоит 350. Так, ну и тут по классике аппарат самообслуживания. Все, зашли, тут выбрали, ин, взяли, например, там что-то можно выбирать. Вот я брал такой рамен. Тут есть много разных. А, тут вот говорили, как-то сюда можно, и потом... Вон, next page, короче. Ну, тут... вагю вот эти все. Короче, да, разные всякие штуки. А вот там денежки засовываешь. И все. Мы поели. Мне очень понравилось. Эта говядина была очень вкусная. Я не знаю, это либо из-за того, как ее приготовили, либо правда из-за того, что она вагю. Вот. Ну, Катя, как тебе? Ну, неплохо. Запах дыма на просто говядину, в принципе, там отварную жареную не похоже, да? Как будто вот шашлычок. Шашлычок с рисом. И в рис добавлен был лосось. Тоже прикольно. И смешалась, короче, говядина с лососем. Это очень даже ничего. Как тебе твой краб с грибами? Очень понравился. Сначала был вкус просто краба бульона, а потом, как мне подсказали, большая серая масса упала в бульон, смешалась, получился грибной такой супчик немножко. Очень напоминает роллтик вот с крабом и с грибами. Просто любовь, японцы молодцы. У меня было простое очень блюдо. Свинина с рисом, но очень вкусные. Японцы молодцы. Китайцев нет. Ну, ты сейчас сказал, что было маловато, конечно. Порция сама по себе. Было мало. Я смотрел на соседние блюда и... У меня суп этот, я не знаю, он чем-то напоминает какой-то Том Хай или что. Да, короче, место можно рекомендовать, я считаю. Хорошее место. И, в принципе, я не знаю, мы в Японии еще ничего невкусного не ели. Ну, все очень вкусно. Только вчера девочки вон что-то не то съели. Но это было в суши-баре. Мы сами это выбрали. Короче, есть такой мультик «Русалочка», и там есть флаундер. Вот его мясо вчера мы ели. Вообще невкусно, не берите никогда. Так, зашли мы в эту локацию. Здесь такие большие ворота эти красные. Здесь схема, то есть это вот главный здесь храм будет, а потом дальше вот целая последовательность таких ворот будет. Так, здесь, значит, это ворота, главные ворота двухэтажные Фушими Инари. И в чем смысл? Смысл в том, что здесь есть
эти ворота, короче, был какой-то там правитель или кто-то важный какой-то человек, который молился о том, чтобы его мать выздоровела. И, короче, вот он сказал, что если она выздоровеет, то он там пожертвует на строительство какого-то храма. Вот. Не, он сказал, что просто пожертвует рис, то есть, ну, видимо, людям там 10 тысяч, 10 10 тысяч коку, а коку это такая единица измерения, равная там что-то, сколько один человек может есть целый год риса. Да. Вот. Ну, вот он построил этот храм двухэтажный, и он там 1500 какого-то года примерно считается, что он сохранился там. И получается, его мать выздоровела, и вот он построил этот храм. Написано, что здесь это важный культурный объект. И крыша из кипарисовой коры, а еще здесь вот эти фонари висят, 12 знаков зодиака. Да, мы нашли уже стрельца. Теперь будем найдем сейчас остальные знаки. То, как поискали свои знаки зодиака, можно подойти вот к главному храму. Тут пишут такие вот на дощечках пожелания. 200 йен маленькие и 1000 большие. Вот тут список пожеланий. И вот потом остальные подходят, молятся, кидают туда монетки. Еще вот тут такие тоже висят. 1000 йен можно самим написать, нарисовать. Да, можно потренироваться в написании иероглифов. Да. То есть хотите на палочках, хотите на воротах. Не, ну он мужик прям пишет просто на английском. В общем, мы сейчас стоим возле храма и нашли такую интересную вещь. Отсюда может выпасть предсказание, либо какое-то пожелание. Его нужно обхватить 2 руками и трясти. Вот так вот. Туда направь. Да, вот так вот, вверх-вниз. И отсюда здесь есть дырочка. Отсюда должен выпасть такой типа прутик. Нет. Тут выпадает деревянная такая палочка, на которой намотано предсказание. Нет. Давай. Типа, обычно его трясут вот так вот. Так тряси давай, что тебе выпало. Вот так вот. Это может занимать минут 20-30, пока не выпадет именно твое предсказание. То есть это такой долгий, длительный процесс. Вот так вот. Люди переворачивают. Это неправильно. Они не знают. Да, они не знают. И что, мы будем так делать? А почему ты не хочешь предсказания себе? Не знаю. Я хочу, но мне это слишком долго. Вот как он, только не вниз, а вертикально. Вот, нам выпала палочка, это и есть наше предсказание. У меня 8. У меня 9. Но раньше здесь прям была бумажка при императора, скажем так. Она была обмотана на палочке, ты ее доставал полностью. Это здесь делали для туристов так. Ты снимал это предсказание и зачитывал вслух, и тогда боги тебе помогали. Вот. Оказывается, нужно заплатить 200, чтобы узнать свое предсказание. То есть, как бы, тряси бесплатно, но чтобы узнать, что у тебя в циферке, нужно заплатить. В общем, мы перевели мое предсказание, которое я приобрела за 200 йен, лучше бы не покупала. Но здесь написано, что Бог не будет завидовать моим богатствам. Также меня ждут неожиданные несчастья и катастрофы, но я встречу их с чувством облегчения. Лучше не злиться, а просто принять это и пройти дальше. Знаете, есть такая мудрость, типа не нужно быть губкой, нужно быть фильтром. Ты их сквозь себя пропускаешь. Вот. Все. Да, Дешифровку вот этой штуки делаем. В Японии появился покровитель человека, Аматерасу. Я подумала, что мне лучше не надо такое предсказание. Там в целом очень слабо понятно, что там происходит, что там написано. И сам что-то думаешь, как тебя там переведет переводчик. Еще один переводчик так начинает, переводит, другой так. Постепенно мы поднимаемся по ступеням. И вот уже вот эти популярные ворота там виднеются. Пойдем. Опа, вот и они. Да, людей тут много, как и говорят. Ну да. Места как-то маловато. Я думала, тут побольше площадь. Лайфхак, как сфоткаться без людей. Тут потом разветвление на 1 и 2, и тут вот все люди идут туда, ну как бы направо надо идти, а слева потом возвращаются. И слева как бы людей идет меньше. И в принципе можно подловить момент, когда никого нет, и сфоткаться вот здесь. Сейчас там тоже никого нет, смотри.
Сейчас там перекрыли путь и такие, все, фоткаемся. Ой, сейчас я... Пока никого нету, быстрее, иди фотографируйте. Вот так вот и фотографируются, да. У нас так девочки фотографировались, бегали. Да, так людей вообще бесконечно. Вон идут. Идешь. И в какой-то момент все останавливаются. Тоже кто-то фоткается. Кто-то фоткается, да. Или там было вообще в большой арке, там чисто индусы, пакистанцы встали и перекрыли выход полностью всемиром. Мы дошли до площадки, там был монах в таком здании. И написана была карта, где нарисовано, как куда дальше идти. Тут какое-то мини-священное место, мини-храм. Прям с камней и ворот. О, это тоже такие ворота, только не разукрашенные. Вот еще раз эта карта, мы, получается, вот до сюда дошли, решили немножко дойти сюда, и дальше там уже либо на гору, либо вот уже обратно можно вернуться. Мы, наверное, пойдем обратно, потому что мы почитали отзывы, что на гору идти очень сложно, тяжело, там видов сверху не будет, а мы как бы хотим еще посмотреть что-нибудь другое, кроме ворот, поэтому пойдем вниз в Киото дальше гулять. Мы приехали в самый центр посмотреть. Меняем ракурс. Мы приехали в самый центр посмотреть, что тут есть. Посмотреть Киото в центре. Пока вот мы видим вот такой вот храм. Тут тоже снимать его нельзя. Они все, в принципе, похожи плюс-минус. Ой, там какой-то молодой человек в халате. Наверное, его нельзя снимать. Да. Мне еще нравится делать шарики. Классно. Красиво выглядит. Сейчас пойдем еще прогуляемся, там самый-самый центр. Говорят, вот самый центр, это между двух храмов. Называется сложно Хуканджи Темпле. А вторая точка Кион Мидзудера. Но сейчас мы пока возле Ясака Диндя. Язык можно сломать. Я без карты даже не скажу эти названия. Да, пойдем, в общем, в центр. А еще мы купили... Купили, как называется эта штука, не кимоно? Кимоно это мужское, юката. Да. Пока наша группа отдыхает, я пошел поснимать. Тут прудик. О, рыба большая прям плывет. И вот она прям выглядывает, здесь еще одна. И утки, и цапля там сидит. Все с ней фоткаются. Мы вышли из городского парка, мы погуляли там, он большой довольно-таки, но мы не весь его осмотрели. Вот, теперь идем по улице, старому городу. В общем, очень много фотографов есть, которые фотографируют парочки или не только парочки в национальных костюмах. Тут мы уже видели всех, и всех рас, всех возрастов в этих костюмах. Все ходят, мы тоже, наверное, скорее всего, будем снимать. И тут намного лучше, чем на той локации фотографироваться, потому что там было очень много людей, а здесь, прям пусто. И немного людно, и можно и гулять. Более аутентично. Да, и можно тут и гулять, и фотографироваться. Но мы еще, конечно, не дошли прямо до старого города, но... Вот ты видел, там вон рикша бежит. Да, я не говорю, что почему этот чел накачанные ноги, потому что он не только фотографирует, он еще и ходит, возит на рикше этой. Тут в целом такая улица, и, кстати, очень много школьников реально гуляет здесь, и они, походу, экскурсии приехали, вряд ли они здесь учатся и выходят погулять. Вот, да, тоже их интересовало предложение. Вот, тут много разных всяких магазинов, каких-то лавок, тут продают что угодно, не фотографируют там что-то, ладно. С этой стороны площадь какая-то такая проездная, основная. И здесь, да, такси вот приезжают, вывозят, и здесь же стоят все рикшмены. И вот можно, поехать, вас покатают, пофоткают за такие вот цены на таких вот тележках. Какая-то старая ворота, храм.
Мы тут такие шли, и просто вот рядом с улицей, с парковкой нашли буддийский храм. Он такой какой-то заброшенный, старый, деревянный. А с другой стороны, вот, ну, домик такой, получается, старый, и гараж. Короче, чисто такой киотский вайб. Идем уже по старому городу. Тут все красивенько, вайбовенько, все такое деревянное. Одноэтажное, двухэтажное максимум. Да, людей тоже не очень много. Ну, конечно, иногда толпы проходят какие-то экскурсии, но вообще вполне себе лампово. Возле этих ворот было намного больше. О, это что, офис или коворкинг, или что это? А не, видишь, там какие-то, типа, десерты, наверное, кофейни. Здесь уже более людно, но неспроста. Все дело в том, что здесь есть такая вот красота. Старинная. Не знаю, старинная, не старинная, но дерево выглядит прям старым. Это строение называется пагода Хоканди. Оно 46 метров в высоту и было построено где-то в 500-600-х годах, в 546-м, но, конечно же, оно горело, разрушалось, и это какая-то из реконструкций. И при этом работает она только в субботу и воскресенье. 5 часов всего каждый день. Там написано было то, что какие-то есть выцвевшие картины внутри. Интересно было бы даже на них посмотреть. Такое вот тут местное искусство. А еще забавно, что здесь, короче, ремонт идет. И они просто взяли ширмочкой, типа, закрыли. Вот так вот. Потом оп-оп. Все, чтобы, так сказать, люди могли гулять и наслаждаться старым городом. Забавно. Мы тут недалеко от этой пагоды и шли. И тут книга любви, стрелочка, маленький дворик. И мы пошли туда. И там... Что там, Настя? Написано только ladies, 500 йен стоит. Дальше ходила Яна. Яна, пожалуйста. В общем, там зашел мужчина со своей девушкой, и ему сказали, что только ladies only. Девочку забрали за руку, а его оставили на пороге. Потом ему через дверку просунули пакет, походу ее. Он забрал пакет, все, и отошел. И там возле двери очень длинная такая доска, где много фотографий, таких как на Polaroid. И там изображены девушки разных национальностей. Там кто-то в кимоно, кто-то без. И они просто стоят на одном фоне и улыбаются. Я не знаю, что там с ними делают, но это выглядит интересно. Смотрите, вот вывеска. Вот мужчина, которого выгнали. Так, фотографии. Да, тут фотографии. Это внутри все делается, я думаю. Ну, в общем, да, их очень много, они все улыбаются. Вот смотрите, тут есть в кимоно девчули, без, разных возрастов абсолютно. И куда забрали, сюда? Да, слева. Забрали. Там вон антисептик стоит. Мне кажется, там гадание. Почему перевели? Здесь написано, что мы наконец-таки превысили 10 тысяч человек. Это, видимо, довольные клиентки. А вот здесь написаны цены на гадание. Написано «есть нельзя», маску надевать. Вот, всякие запросы. Короче, все-таки это гадание. Но школьницам вход запрещен. Да, написано «школьницам вход запрещен». Видимо, школьницы. Видимо, контент для школьниц. Яна, только гадать? Блин, ну, я не знаю, японский, так бы я сходила. На любовь, 1000 йен. Недорого. А еще, когда идешь по этой дороге, можно увидеть вот такой вот вид. Тут очень много людей. Мы их проходим. Опа! Как на открытке. Красота. Идем мы к Киомидзу-дера, и тут, ну, прям очень много людей. Это, конечно, можно сказать, единственная дорога здесь, но очень много людей. Откуда они все взялись? Да, Настя предложила, что здесь прям что очень крутое должно быть. Но мы поднялись, тут вот дорога заканчивается, сюда уже больше никак не подъехать. Дальше только пешком. И да, тут такие ворота есть. Школьники там фотографируются на школьный альбом. Вот. Сейчас пойдем выше, посмотрим, что тут. О, флаг, блин. Закручен, плохо видно.
Мы поднялись сюда чуть выше, там дальше еще будет храм буддийский, даже здесь буддийский комплекс Киямидзу-дера. И вот здесь несколько строений всяких разных, в том числе вот там ворота, здесь еще какая-то пагода. И они в целом все относятся к храму там, 8 века, но здесь строение 17 века. Вот. Там была история о том, что какому-то монаху приснилось, и ему он пошел, поставил здесь, основал храм, заложил. Вот. А потом еще помогал какому-то сёгуну спасать и вылечить жену, и потом в войне выиграл. Короче, все как всегда, все как обычно, но вот храм красивый. Ну, это не сам храм, храм дальше, здесь пагода пока. А еще хочу сказать, что тут очень красивый вид. Да, в комментариях тоже писали, что лучше приходить на закате. У нас удачно мы попали на закате, тут очень красивый вид, вон туда. Вообще просто супер. Да, прям и дома так посвечиваются там, из-за гор еще заходит. Просто прекрасно. Сейчас будем встречать здесь закат. Тут на закат, конечно, собирается очень много людей. Толкучка просто жуткая. Но вон там уже солнышко заходит. И не видно. На GoPro-шку такое не снимается. Ладно, мы идем уже к основному храмовому комплексу, еще посмотрим. Но там тоже толкучка серьезная. О, ресепшн. Может, там платно? Мы прошли чуть дальше, и тут вот уже вход, но стоит платно 500 и 200 для детей. Но мы решили, все-таки не пойдем, потому что мы уже устали, хотим кушать, и уже поздновато, холодно. Но можно и сходить, наверное, было бы, но как бы, может быть, в следующий раз сходим. Да. Будем спускаться вниз. Ну, мне тут очень понравился, особенно этот вот храм. Он очень красивый и эффектно выглядит на фоне города. Очень красиво. А еще я хочу сказать, как классно спускаться. Так спускаешь, такие домики везде красивые. Вон вид на город виднеется. Вообще супер. Мне нравится. Так идешь, и вообще такая атмосфера. Я прям прониклась к концу дня. Честно скажу, в Киото я не очень хотела, потому что там как бы мне казалось что-то такое, немножко попса и все такое, но я реально прониклась, мне понравилось. Вот эти ворота, наверное, не то чтобы, потому что там было очень много людей, но вот этот вот город вообще супер. Тут, короче, такие вайбовые, кайфовые таксишки есть. Вот они такие прям олдовые. Тойота, все как положено. Да, вот тут всех пропускают. Сейчас наблюдается какой-то киотский час пик. Много туристов спускается с храмов этих достопримечательностей. Тут таксишки, да и в целом, наверное, много рабочих людей. Но, ну, то есть пробки есть, но они такие, как-то вот, как будто бы в небольшом городе каком-то. А еще, конечно, не привычно, что ты идешь по левой стороне, а машины едут рядом с тобой в ту сторону. Да, я уже 100 раз путалась, что кажется, что машины должны быть с другой стороны, и поезда тоже в другую сторону ходят. Мы сегодня чуть в другую сторону не поехали, потому что я такая, ну, нам ехать туда, значит, справа, а оно слева. Короче, мы тут ходим в поиске гейш, вот. И там целый большой какой-то закрытый город был за забором, то есть много зданий. Но мы никого, короче, не видели. Мы видели только предположительно ученицу гейши. Мэйко. Да, еще тут женщина пожилого возраста зашла к себе в домик. Короче, возможно, где-то здесь живут, но почему-то не выходят. У нас охота на гейш. Как охота на весь, так охота на гейш. Вот, но мы вот, короче, ходим. Ой, как там красивенько. И мы пока вот здесь стоим, здесь какой-то кипиш начинается. Здесь машины какие-то подъезжают, собираются. Наверное, тоже все гейш выслеживают, как и мы. Я думаю, они их прикрывают. Прикрывают, чтобы... От нас, да. Говорят, в Японии воруют зонтики. Так в основном больше ничего не воруют почти, но вот зонтики воруют. И поэтому здесь есть замочки, и можно вот оставить свой зонтик и ключиком закрыть его. Да? Угу, вставляем. И там закрывается защелка. Не закрывается. В общем, мы увидели одну гейшу и увидели даже вторую. Первую я не увидела, потому что она бежала, она очень быстро бегает, ну, так семенит. А вторую мы увидели.
Говорят, почти нереально встретить гейшу, мы видели. А еще, знаете, если идти, тут все про гейш говорят. Просто разговоры на английском real гейша, like real гейша. И на русском тоже все такие, тут живут гейши. Короче, эта тема на этой улице топ-1 по обсуждению. Это гейша одна единственная, которая, ну, в смысле, одна из двух, которые мы видели, у нее лицо такое испуганное было. Ладно, возможно, это была не гейша. Дима меня забайтил, как вообще, как ребенка. А я такая просто... У нее прическа прям... Да, это гейша? Ученица была. Она была очень молодая. Яна говорит гейша, а Яна специалист по гейшам. Мы голодные, пришли на главную улицу здесь, в этом районе, и ищем, где бы поесть. У нас не получается. Мы зашли в одно место, там, ну, вроде бы нормальное, но там, оказывается, бар. И там все блюда, они, типа, и дорогие, и какие-то странные. Вот, поэтому мы пошли дальше, зашли сходу в другое место. И там что? Там у нас сели уже, все, сидим. Потом Настя говорит, а давайте посмотрим отзывы. Посмотрели, там 3,3, типа жир плавает просто... Жир плавает прям в тарелке, мясо безвкусное и так далее. И мы, короче, с второго места встали всей компашкой пятичеловечной и вышли. Короче, не знаю. Ищем дальше. В общем, мы ходили и прошли, наверное, 6 заведений. Мы еще в какие-то сходили, там были бары и очереди, и что только не было. Но в самом начале у нас был на примете сушера, да, то есть заведение, в котором мы вчера были, и мы решили сюда прийти, здесь покушать. Вот, нам понравилось, поэтому... Это же было то, что не было в прошлый раз. Этого в прошлый раз не было. Да, некоторых позиций, которые были в прошлый раз, сейчас нету, и наоборот. Поэтому по игры. На него тыкает. Что это значит? Через прыгай. Давай, на него. Нет! А что Я нажала, чтобы он прыгнул. Что это такое? Обратно мы едем на такой поезде, и он даже дешевле. Тоже едем с пересадкой, он тоже на этой же линии, и стоит 650 до нашего места жительства. Прошлый поезд стоил где-то 730, по-моему, или что-то такое. Но это вообще самый дешевый вариант. Там есть и за 1000, и за 2000, там есть какие-то вообще элитные первый класс. Кстати, тут тоже вон окно прозрачное, и можно смотреть, что делает водитель. Хотя тут последний вагон, почему-то там тоже человек стоит. И можно смотреть, куда мы едем. У нас второй день в Киото. Я думаю, мы это сделаем это видео, поэтому продолжаем. Сегодня мы приехали и будем носить национальные костюмы, кимоно. Уже ходили, Уже присматривались, смотрели цены, да. И мы решили еще покушать. Сначала покушаем, потом будем уже... У нас впервые прям нормальная раменная такая вот, где мы сидим в ряд. Смотрим, как жарят. Да, там мяско, Я про гёдза. заказала. Вот. Нам уже принесли, у Димы вот такой, странный тоже. Такого мы еще не видели, какой-то непонятный. У меня гёдза. А вот Кате принесли, в общем, отдельно тарелки, отдельно бульон и отдельно макароны. Мы не понимаем, что с этим делать. Я предлагаю спросить. У меня есть предположение, два предположения. Ну, типа, что есть один вариант, либо берешь макарошки и туда макаешь и ешь, либо берешь макарошки и в ложечку набираешь, просто запиваешь. Сначала макарошки, потом запиваешь. Звучит логично, я бы тоже так, потому что как будто выливать, если они отдельно принесли, это странно, если Ну они да, уже да, отдельно да. принесли. Короче, вы разобрались, надо макать и кушать. Короче, макароны холодные, суп горячий. Макаешь макароны, но получается как надо. Понятно. Вот такая вот технология. Мы пришли брать кимоно, вот нас уже переодевают. Так, я выхожу, девочки? Красоточки. Яна, как тебе? Мне очень нравится. Нас тут одевают, у нас полный комплект. Сколько, получается, вы заплатили, девочки? Я заплатила 7500. Получается, Яна сказала 7500, потому что у нее покруче. Кружевное. У нее кружевное. 1500 доплата. Да. А у Кати за 6000. А у нас с Димой парная. Но у нас нет, не вы подобрали полный. Ну, мы сами все подобрали примерно парный лук. Вышло 9000. Я, кстати, заплатила белорусской картой, вышло 180 рублей.
нормально. Итак, дорогие друзья, меня уже собрали, поэтому я снимаю девочек. Мои впечатления — это очень туго, но очень красиво. Дышать невозможно, сходить в туалет вы в этом тоже не сможете, присесть тоже не сможете. Поэтому все нужно делать заранее. Анастасия делает такую прическу. Катюша захотела вот такую. Также здесь можно будет взять сумочку, чтобы она подходила под ваш образ. Есть за деньги, есть уже включенная в стоимость. Настю собирают. Изначально насадили в белую, не знаю, что, как это называется. Скорее всего, раньше это было как нижнее белье. Это белая простынь. Сейчас надевают уже само кимоно. Такие вот у нее длинные рукава. Обвязывают поясом. Далее пойдет более толстый пояс. И он двухцветный. Для того, чтобы сзади, когда делали бант, очень красиво смотрелось двуцветным. Напоминаю, что в нем очень тяжело дышать. И Анастасии сейчас не очень легко. Вот ей уже сделали прическу очень красивую. Ну что ж, мы переоделись в это прекрасное одеяние. Ну, Ваня решил, что ему это не надо. Я тоже не понял, в какой момент мне это понадобилось. Когда мы решили все переодеваться. Да. То мы сейчас едем в Джион вот в этих вот лаптях. Причем, смотрите, они какие. У меня вон пяточка. О. Сказали, это нормал. Сейчас мы на поезде поедем туда. И это очень сложно еще для меня, потому что у меня целый портфель был очень нужных всех вещей. А теперь мне нужно это все вот сюда поместить было. Обсуждают, как буду в туалет ходить. Нет, сейчас покажу. Нам было показано поднимать. Вот. Да, и вот мы такие тут стоим одни. Мы позавчера приезжали сюда и гуляли здесь, смотрели несколько мест, так сказать, что, в общем-то, было, наверное, хорошая идея, потому что мы сначала прогулялись налегке, а теперь вот топаем в этом вот. Ну как, у девочек там быстрее получается ходить, но это не очень удобно, поэтому мы вот сейчас идем на те места, которые мы в прошлый раз насмотрели, и будем сейчас там фоткаться. Как ты шлепаешь? Бегаем. Бегаем по-японски. Вообще мест, где гримируют как нас, довольно-таки много. Там разный прайс, ну плюс-минус одинаково, конечно. Но мы вот нашли, ну сейчас идем тут рядом по улице и видим много прям гейш в таком полном обличии. И мы нашли, где их гримируют. Здесь вот тоже вот прайс есть. Я так понимаю, 16-17 тысяч — это вот такая цена. Ну, это дороже, конечно, чем у нас. Но это прям вот полный прайс под гейшу с полным рисунком. Ну, это уже, да, другой уровень. Но мне нравится, как у нас. У нас хотя бы лица видно, и как бы остается твоя уникальность. Мы пофотографировались, погуляли, много времени потратили, и сейчас нам через 2 часа нужно возвращать костюм этот арендный, поэтому мы решили вернуться в нашу локацию и примерно отсюда уже сейчас еще немножко погуляем, пофоткаемся дальше, так сказать, на все деньги, и потом уже будем сдавать. Вот. Вообще говоря, мы планировали поехать в бамбуковый лес, но мы не успеем уже. Мы думали и то сегодня успеть, но тут надо было либо быстрее, меньше времени на фотки тратить, либо уже как бы забить на него. Поэтому мы решили в лес не ехать. יש גם תיירים שמגדילים לעשות, היפניות מורחות חומר לבן על הפנים, לשמור להם על הפנים, יש תיירות שגם שמות את החומר הלבן. Давай сюда еще больше. זאת הרכבת שלוקחת זה תחנת פושימי נארי, מגיעה לאן? תחנה שהיינו בה אתמול. Сегодня наш день был не очень содержательный для блога, потому что мы все время фоткались. Но зато фотографий мы наделали куча. Я не знаю, сколько выкладывать, но как минимум это какая-то была фотосессия такая.
Просто вот чтобы было, потому что это, мне кажется, такой один раз в жизни надо, когда ты фотографируешься вот в таком вот костюме, вот такой вот, да. Ну, я вообще, честно говоря, сначала не очень хотела, потому что я обычно таким не занимаюсь, как бы там бронировать все это, ходить, но потом я подумала, что прикольно, это просто такая прогулочка, вот мы просто целый день гуляли, как бы просто вот такой чил день, если считать только то, что очень ноги болят в этих ботинках, тяжело ходить. У меня вот под конец уже вообще, да, они еще вот, видите, не до конца. У меня под конец уже все ноги болят. А еще хочется сказать, что, ну, конечно, не профессионально фотографировались, но можно было фотографа и снять. То есть тут вот есть тоже фотографы, ну, там очень какие-то дикие цены, там 13 тысяч было, что-то такое на полчаса. И, честно говоря, мы видели, как эти фотографы фотографируют, там просто фиксированные позы, фиксированные места, то есть просто фотограф вот вводит вас по 10 местам, которые просто вот как бы фиксированы. И он даже по миллиметрам позы уверяет, то есть вот прям вот так вот как-то, короче. И просто даже странно представить, сколько в Инстаграме таких фотографий одинаковых, полнейших, с одинаковых ракурсов. Интересно, если взять и забить там ту локацию, тот парк, например, или типа того, сколько моделей там. В одних и тех же позах, просто вот до миллиметра, там вот он вот так вот, руку вот сюда, нет, чуть-чуть вот так, вообще, это даже странно, это какое-то под копирку. Не, фотографа профессионально было бы интересно нанять, но вот такого это Да, они странно. такие прикольные штуки ты находишь, то, что они снимают. Да, позы интересны, но я чувствую, что они одни и те же для всех, одни и те же позы и локации. В общем, у меня это интересный был день, необычный. Целый день на фотосессию, наверное, я еще никогда не тратила, но такой опыт, особенно в путешествиях. Не знаю, ну, стоит того или нет. Вот эта вот горка, она практически идентичная, как в советских дворах. Ну нет, она тоже желтая, но видишь, она такая каменная. Она другая и потолще, как... она вообще не металлическая. Да, она каменная. Как с нее вообще спускаться можно? Ой, тихо, сейчас порву. А не, можно, она такая... Гладкая. Ее как-то отшлифовали. Полировали. Ну, вообще, честно говоря, это первая горка, которую я вижу, первая детская площадка, которую Вообще я, в принципе, забавно, вижу. такой дворик классный. Ну, в плане, ты ходишь по... Давай сфоткаемся на турниках в кимоно, давай. Мы ходим, типа, по этому всему, тут все такое киотное. А тут просто такой детский двор обычный. Качели там, блин, прикольно. Турнички. Тут в этом дворике, вот, ну, качели есть такие. И сразу же мы выходим на какой-то мини-фудкорт. Тут всякое зажаривается.